Внимание! В этом видео используются такие имена и названия, как Цветик, Папирус, Жаркоземье и так далее, а персонажи Чара и Фриск обозначены в мужском роде. Все претензии к авторам русскоязычного перевода игры. Приятного просмотра! Люди и монстры – разные биологические виды, а не расы. На горе Эббот пропали уже 7 детей, не считая протагониста, но вместо поисков и расследований пропажи это записали в легенду и забыли. Цивилизованный мир так не работает. И как вообще это могло стать легендой, если первым упавшим человеком был Чара, который упал туда совсем недавно, судя по году. Остальные люди падали после него. Откуда взялась легенда? Более того, почему вдруг дети начали один за другим идти на гору и падать в нее? До этого ведь никто не падал все прошедшие годы. И да, не может быть, чтобы кроме 8 детей никто и никогда не пытался исследовать гору, о которой ходят легенды. Вы хотите сказать, что все 8 человек абсолютно одинаково глупо споткнулись и попадали вниз? Ребенок падает с огромной высоты плашмя, но, разумеется, не получает ни царапины. 2 Сансов в игре быть и не может, а 2 Герсонов, пожалуйста. Комната, в которой оказался главный герой, совершенно не похожа на ту, что была в заставке. Кто колонны спер? Цветик желает убить нас, но зачем-то решил сначала рассказать о геймплейных элементах. Цветик может легко убить нас крутой атакой, но вместо этого кидается мелкими лепестками и злится, если мы не поддаемся. Клише: злодей тянет время, пока героя не спасут в самый последний момент. И если Цветик знает, что мы говорили с ним и сбросили игру, зачем он повторяет все заново? И если решимость переполняет нас буквально по любому поводу, то почему нельзя сохраняться в любом месте? Головоломки являются неотъемлемой частью жизни подземелья, и именно поэтому они все одноразовые, за всю игру их никто никогда не восстановит. Ну кроме вот этих дыр в полу, которые каким-то образом самоисцеляются. Не говоря уж о том, что многие из этих так называемых головоломок легко пройдет даже слепо-глухонемой, в них вообще ошибиться нельзя. Манекен улетел, но все равно стоит на месте. Одни локации имеют разную освещенность и источники света, в других светло как днем просто так, без причины. Мы можем совершить свое первое убийство на глазах у Ториэль, но она ничего не увидит и не услышит. Мы нашли Ториэль за колонной, но она все равно делает вид, что ее нет. Хорошо, что разработчики предусмотрели момент с ожиданием, и Ториэль будет нам иногда звонить. Плохо то, что она так и не придет, хоть год стоя на месте. Вы уж или доводите идею до конца, или вовсе не делайте, а то выглядит так, будто Ториэль подумала и все-таки бросила нас на произвол судьбы. Маленький ребенок умеет флиртовать. Странно. В одном и том же помещении одни персонажи видны глазу, другие возникают из чистого воздуха. Вы чувствуете себя последней сволочью из-за того, что взяли конфетку. Убивать монстров без зазрения совести, пожалуйста. Взять 3 конфеты, вот это уже настоящее злодейство. Фрогит предлагает нам щадить других монстров, несмотря на то, что они безо всякой жалости пытаются нас убить. Чем же они лучше людей? За что щадить потенциальных убийц? Думаете, они не знают, что творят? Ну так незнание не освобождает от ответственности. Слабый ребенок может убивать монстров палочкой. В некоторых ситуациях еще и с одного удара. Даже на первом уровне так называемой резни, когда такой возможности чисто физически быть не должно. Нам сообщают, что никто не пришел, а затем этот никто все снова и снова продолжает не приходить. Раздражает. Подсказка говорит про 3 камня, которые нужно толкнуть, не считая 4-й живой камень. Но на самом деле 2 других камня – декорация, и трогать их вообще нет смысла. Даже если мы уже встали на путь геноцида и поубивали всех в руинах, разговор с камнем не меняется. Да и убить его мы почему-то даже не попытались. Даже если мы уже проделали действия для мирного решения конфликта, монстр будет пытаться нас убить. Неохотно, но будет. Даже если мы убиваем всех на нашем пути, монстры будут продолжать возникать перед нами без какой-либо реакции на все, что мы уже натворили. Даже в самом конце, когда у нас будет репутация врага народа и маньяка. Монстры такие эгоисты, что даже не реагируют на убийство товарищей, кроме случаев с парочками. Типа «моя хата с краю, ничего не знаю». Сильно понизив здоровье монстра, его можно пощадить. Сам он почему-то не догадывается отступить даже на пороге смерти. Слабоумие и отвага. Причем это же мирные жители, а не солдаты, у них нет никакой причины драться до конца. Призрак хочет побыть один, и именно поэтому лег прямо на узкой тропе, преграждая путь всем проходящим. Лицемерная сволочь. Кнопка побега исчезает по желанию левой пятки разработчика. Это же призрак-социофоб, как от него-то нельзя убежать?
Призрак сказал, что он бестелесный, но каким-то образом все равно помешал нам пройти своим лежащим телом. Вещи убитых детей валяются повсюду, словно какой-то мусор. Никто не забрал, никто не выбросил, и это на обитаемой территории, где жители на каждом шагу. Фрогит говорит, что Ториэль вышла отсюда с продуктами. Откуда? Из этого балкончика? Несмотря на то, что руины полны монстров, на этом виде они выглядят совершенно безжизненно, хоть бы свет у кого в окне горел. И да, руины — это просто длинная коридорная кишка с парой тупиков. Там нет ни многоэтажных зданий, ни каких-то запертых дверей или недоступных проходов. Откуда взялся весь этот город? И еще, почему это место называется руинами? Здесь нет развалин и разрушений, здесь живут монстры, здесь вообще все так же, как и в остальной части подземелья. Оно даже не заброшено. Ториэль замечает наши раны, другие монстры почему-то нет. Или не хотят замечать. Ну точно злодеи. Всякий раз листья опадают. Забыли сказать почему. В лесу иголки-то с елок не осыпаются. Ториэль не носит носки, но зачем-то имеет их целый ящик. Заботливая мамаша ставит еду прямо на пол. Зачем тогда нужна мебель? Ториэль будет злиться и упрямо тащить нас из подвала, вместо того, чтобы сразу пойти и завалить выход. Самая глупая отмазка из всех, что я видел. Спросите любого ребенка, будет ли он отказываться от вкусной еды из-за того, что эта еда большая. Вы просто не хотите давать нам больше аптечек. Ториэль говорит, что Асгор убьет нас, как и других детей. Если Асгор лично убивает детей, почему их вещи валяются по всему подземелью? Он прям по всем этим коридорам со своими вилами бегал. Особенно это касается ленточки и ножика в руинах. Асгор и сюда добрался? И где же ты была, Ториэль? И если Асгор действительно убил всех предыдущих детей, почему в этот раз он смирно сидит в самом конце подземелья, ожидая нашего прибытия? Что-то все это совсем не стыкуется. Ториэль понадобилось отправить на смерть 6 детей, чтобы понять, что лучше не отправлять их на смерть. Ториэль нападает на нас задом. Другие персонажи сначала разворачиваются. У Ториэль видимые раны на лице, но когда она падает на колено, раны исчезают. Только на 7-й попытке Ториэль поняла, что ограничивать мир ребенка одной скудной локацией – плохая идея. Ториэль говорит про одиночество, хотя она живет в месте, где есть куча других монстров, да еще и с Сансом перешептывается. Лучшая мама в мире просит нас не возвращаться. Да, чтобы мы в случае беды не приходили к ней за помощью. И вот этому персонажу мы должны сопереживать? Даже герой-пацифист выглядит отстраненно и предпочитает пялиться в стену, а не на того, с кем идет сцена. Достаточно детальные и прорисованные локации постоянно разбавляются отвратительными, пустыми, монотонными коридорами. Вот интересно, как же работают эти сохранения с решимостью? Подземелье существует в отдельном измерении, а во внешнем мире сохранений не существует? А если сбрасывается сразу весь мир, то почему Цветик мог делать это все время, когда мы уже существовали? Почему наша сила активировалась только при попадании в подземелье? Почему мы перехватили управление у Цветика только сейчас? В общем, вот поэтому не надо возводить чисто геймплейный элемент в рамки сюжетного. Цветик натурально проваливается сквозь землю, даже дыр не оставляет. Эта дверь на выходе из руин сплошная загадка, и если она наглухо закрыта, что говорят и другие монстры, то как мы вот так взяли и вышли через нее? И зачем тогда Ториэль пыталась ее запечатать, если она и так была закрыта? А если она все-таки была не закрыта, то почему Ториэль общалась с Сансом через нее, вместо того, чтобы выйти и поговорить нормально? В общем, не дверь, а один сплошной косяк. В подземелье, то есть пещере, есть и заснеженный лес. Как и зачем? И разумеется, если лес, то обязательно в виде непроходимого забора. Любимое дело геймдизайнеров. Не хотим делать большие открытые пространства, поэтому придумаем любой глупый повод не дать игроку выйти за пределы узкой дорожки. Зачем Папирус пытался перекрыть мост, если это помешало бы ему же добраться до человека, пришедшего из руин? Папирус сказал про калибровку головоломок Санса, несмотря на то, что из них не работающая всего одна, та с подбором слов. Что он должен был калибровать? Санс был бы хорош в поисках грехов. Зачем ставить камеру позади КПП? Альфис так интересно смотреть на задницу Санса и его бутылки с кетчупом? Причем дальше это встречается снова и снова. Что-то подсказывает нам точное число монстров, которых нужно убить, несмотря на то, что этих монстров здесь явно намного больше. Мы ничего не решали, игра решила за нас. То есть мы можем спокойно поубивать кучу монстров и вообще уничтожить весь мир, но позвонить по незнакомому номеру — это уже такой экстрим, что игра не разрешает. Такие персонажи, как Снегоцып, являются уникальными, но почему-то нападают на нас снова и снова.
Боссов мы убиваем с одного единственного удара, рядовых монстров как обычно. Мы что, хотим убивать монстров не так сильно, как боссов, и поэтому наносим меньше урона? Путь пацифиста подразумевает превращение монстра с руками и ногами в неподвижного инвалида. Зачем Догго подсказывает, как его можно победить? Нафига тогда вообще было драться? И да, чтобы погладить Догго, поиграть с ним палкой или ударить его, все-таки надо двигаться, так что он не мог бы нас не увидеть. Можно убить монстра прямо перед лицом Санса, но он никак на это не отреагирует. Получение совершенно одинаковых кусочков никак не отражается на снеговике на пути пацифиста, а вот на пути геноцида он почему-то разрушается. Почему слова Папируса мешают нам уйти? Кто в здравом уме согласится получать удары током по желанию какого-то охреневшего скелета? Папирус каким-то образом оставляет следы только в этом месте. Даже если это связано с тем, что здесь построен лабиринт, он должен был оставить следы еще в тот момент, когда пришел сюда слева направо. Удары током не причиняют вреда. Он что, в упор не видит, что сам показал решение своей головоломки? Снежный шар тает, катаясь по снегу, хотя должно быть наоборот. И да, мы ходим как по снегу, а шар катится словно по льду. Монстры ненавидят Джерри. Ладно, им виднее. Но почему мы сбегаем от Джерри заодно с монстрами, как будто тоже его ненавидим? И снова кто-то живет где-то далеко в стороне, хотя в основной части леса, где мы ходим, нет и намека на спуск в эту долину. Монстры рассыпаются вместе с одеждой и другими предметами, несмотря на то, что эти вещи явно не являются частью их тела. До этого мы просто проходили головоломки насквозь, но на последней почему-то стоим и ждем. И если оружие и броня – вещи погибших детей, то каким это образом мы можем покупать их в неограниченном количестве? Интересно, чем мы можем навредить семье продавца, если они эвакуировались вместе со всеми? И да, если уж монстры начали сбегать от нас заранее, почему они не прихватили с собой всех этих несчастных? Забыли им рассказать про эвакуацию? Было бы куда логичнее не встречаться с этими монстрами как обычно, а рыскать по углам, вытаскивать их из всех укрытий и мочить. Интересно, во время эвакуации родители монстренка просто бросили его? Ответа мы не узнаем. Монстры почему-то не атакуют нас в городах. И если для большинства из них битва это что-то вроде игры, то для нас вообще не должно быть безопасных мест во всем подземелье. А что, у всех этих товарищей закончился рабочий день в ту же секунду, как мы вошли в город? Какое совпадение! И как это Догго и Малый Пес здесь оказались, если остались позади и должны были обойти нас? У них тоже телепортация, как у Санса? В лучших традициях JRPG, декоративные здания, наглухо заблокированные друг другом и стенами, ну чтоб не войти и не выйти. Да, мы знаем, что в надписи ошибка, но ничего с этим не сделаем, мы ведь такие занятые. У этих ворот забыли прописать физику. Папирус видит, что мы покрыты прахом монстров, другие монстры почему-то нет, даже Ториэль, хотя она с нами непосредственно контактировала. Монстры и некоторые боссы вместо черного экрана имеют схематичный фон, но другие этого, видимо, не заслуживают. В чем смысл угрожать нам специальной атакой, если в любом случае у нас нет возможности сдаться или сбежать? Папирус почему-то рассыпается не целиком, но другие монстры, включая его брата, так не могут. Как же мало этих моментов, когда мы можем что-то сказать и более того высказать недовольство. Во всех остальных случаях мы будем вынуждены молча выслушивать и терпеть все, что нам говорят и делают. На несколько секунд у нас появляется способность очень быстро бегать, а затем пропадает навсегда. Папирус живет в этом городе, но тот факт, что все его жители сбежали из-за нас, его вообще не волнует. Вот интересно, а если бы Папирус не предложил сейчас остаться друзьями, то что, была бы постельная сцена? Ну раз уж для ребенка здесь нормально не только флиртовать, но и на свидание ходить. Папирус берет трубку и молчит в нее. Убивая монстров в лесу, мы вынуждаем убежать жителей Снежнеграда, но если пощадить Папируса, то жители Водопадья уже не будут убегать. В чем тут связь? Они там что, такие посмотрели и сказали: «А, ну этого скелета не убил, значит все типа норм, отставить эвакуацию?» Единственный раз за всю игру, когда мы видим проход, в который нельзя зайти. Зачем он тогда нужен? Если наша цель просто убивать всех подряд, почему мы раз за разом не трогаем монстренка? Вот же он стоит, бери да руби. Ничего особенного, просто круговорот огромных каменюк в природе. Вы хотите сказать, что дети лезли на гору прямо в балетных пачках с туфельками? Кстати, что заставило детей расставаться со своей одеждой? Типа, эта девочка сбросила с себя пачку и побежала дальше в одном белье? Или это Асгор раздевает детей и бросает их одежду после убийства?
Идея с измененным освещением была бы клевой, если бы у нее было бы хоть какое-то обоснование, кроме факта наличия Undyne неподалеку. Куда делся свет сбоку? Undyne ушла и забрала прожектор с собой? Undyne и Папирус хорошие друзья, но чтобы это не спойлерить, здесь она ведет себя холодно и отстраненно. В некоторых местах почему-то нельзя дозвониться до Папируса и Undyne. Цветки находятся на огромном расстоянии друг от друга, но диалог не прервался, будто собеседники молчали всю дорогу до следующего цветка. Комбо – бессмысленный раздражающий персонаж в унылом и монотонном коридоре. Мы убиваем Смурену, а ее агента почему-то не трогаем. При ходьбе мы слегка дергаемся вверх и вниз, но отражение зависло на одном уровне. Замок Асгора каким-то образом видно, но не ясно, что же мешает нам взять и пойти к нему напролом. Если Undyne может легко перейти на нашу дорожку, зачем она все время атакует нас издалека, вместо того, чтобы сразу перепрыгнуть к нам? Undyne протыкает тропу снизу, но копья почему-то опять летят сверху. В первых двух встречах с боковым освещением у нас была длинная тень под ногами, в этот раз ее нет. Кто и зачем построил здесь тропу, ведущую в тупик? Мы наконец-то встретились лицом к лицу, и что же сделает Undyne? Конечно же, обрубит мост. Интересно, как она потом собиралась нашу душу-то забирать? Спускаться вниз и рыться в помойке? Ну да, когда ты упал с большой высоты, первая твоя реакция — это срочно назвать свое имя. И конечно же, мы выживаем благодаря спасительным резиновым цветам, которые совершенно случайно росли именно в месте нашего падения. Более того, Undyne даже не спускается вниз за нами, просто идет себе дальше. Она прям была на все 100% уверена, что мы выживем, зачем тогда вообще рубить мост? Если Напстоблук не хотел мешать нам, то как и почему он закидал манекен своими соплями? Он что, круглые сутки рыдает безо всякого повода? Манекен хотел сражаться с нами целую вечность, но именно сейчас, когда никто ему не может помешать, он, разумеется, перехотел. Призрак бесплотен, но вполне реальными вещами пользуется без проблем. В плеер Напстоблука встроен мегафон, чтобы музыку можно было слышать на таком расстоянии. Старый жлоб говорит про скидку, которую он не давал нам даже в конце пути пацифиста. Торговцы прекрасно знают, кто перед ними и с какими намерениями, но все равно без проблем продают нам вещи, даже не задумываясь о том, что благодаря им мы в итоге и уничтожим мир. Ну что за идиоты? Нет, ну эта рыба точно везде прожектора ставит и контролирует уровень освещенности, не так ли? До этого Undyne просто пыталась нас убить, теперь вдруг решила сначала поболтать. Только что этого прохода не было совсем, возник из воздуха. Те, кто понавешал таблички с историей монстров, видимо, тоже рассчитывали, что кто-то будет прыгать с моста в помойку и идти дальше, чтобы все это прочитать в правильном порядке. Нас предупреждают о недобитых монстрах только один раз и только здесь. В остальных локациях сам догадывайся. Голос монстренка мы слышим, голос Undyne нет. Эпичнейший ляп. Раз Undyne изначально планировала сразиться именно здесь, предварительно рассказав историю своего народа, на кой черт она так старательно пыталась убить нас задолго до этого? Даже если предположить, что первые 3 раза она просто подгоняла нас, то вот в этот момент она вполне конкретно собиралась драться безо всяких историй. Да что с ней такое? Несмотря на это, Undyne была бы хороша в поисках грехов. Хотя нет, это к ней же вопрос. Нафига трепаться перед тем, кого ты собираешься убить? Ну идиотское же клише. Даже если мы убили кого-то в руинах, которые давным-давно были закрыты, Undyne все равно каким-то образом узнает об этом. При этом она еще и 100% уверена в нашей мотивации, даже если мы сражались с ее гвардией, которые как бы воины, а не мирные жители, и некоторые из них пытались убить нас вполне целенаправленно. Но нет, по мнению Undyne, мы все равно творим зло, а те, кто безжалостно атаковал нас, невинные жертвы. То, что члены других семей не вернутся домой, это плохо. А то, что мы, тоже чей-то ребенок, не вернемся домой, это норма. Смерть других монстров – это наш каприз, а вот наши раны и страдания совсем не каприз нападавших. Лицемерие. В монологе про убитого Папируса Undyne не снимает шлем, но диалоговое окно меняется так, будто она его сняла. Undyne знает, если мы замочим даже мелкую лягушку в руинах, но не знает, что мы сделали с ее лучшим другом, как будто это не очевидно. Более того, она толкает эту речь про Папируса, независимо от того, сколько еще народу мы поубивали. Особенно странно это выглядит, если мы прервали геноцид на монстренке, оставив позади 3 опустошенные локации, о чем Undyne знает, но все равно говорит только про Папируса. И наконец, Undyne знает о том, кого мы убили, но никак не реагирует, если мы наоборот всем помогали и показали себя очень хорошим человеком. И вот этому персонажу мы должны сопереживать?
Чего, блин? Она же хочет так или иначе убить нас. Нафига давать свое копье, чтобы мы от нее защищались? Что это за женская логика? Ах, вот оно что. Она хотела честный бой. Значит, вот так подло закидывать нас копьями с расстояния и обрубать перед нами мост, это, блин, честный бой оказывается. Да она еще и хочет показать, как сильны монстры. Ну конечно, ведь для здоровенной и крутой воительницы победить маленького ребенка — это какое достижение, не правда ли? Каким-то невероятным образом Undyne догадалась о наших намерениях, хотя мы никак не показывали, что планируем уничтожить все и всех, а не только монстров. И если бы все думали только о том, чтобы остановить нас, они бы не ныкались по убежищам, а собрались в кучу и задавили нас массой. Вот тут уж у нас точно не было бы шансов. Даже когда Undyne на пороге смерти осознала угрозу от нас и преобразилась, чтобы со всей силой сокрушить нас и спасти мир, она все равно выдала нам копье для самозащиты. Undyne говорит про поглощение Асгором 6 душ, но когда мы до него добираемся, он явно ими не воспользовался и круче не стал. Значит, все-таки виновата Альфис, которая даже не звонила Асгору. Показав все свои атаки, некоторые боссы внезапно резко слабеют в защите. В библиотеке говорилось, что это они типа сражаться не хотят, вот и слабеют. Да только ничего подобного, как дрались со всей мощью, так и дерутся до бесконечности. Если убить Undyne на глазах у Санса, он просто свалит в неизвестном направлении. Логично. Каждый раз, когда Undyne нас настигает, она тактично отступает назад, так что ее можно вытолкать за границу комнаты. Независимо от того, сколько народу вы поубивали, Undyne на этом моменте разворачивается и уходит, забив на свою священную миссию. Хотя никто не мешает ей сбросить броню и преследовать нас дальше. Значит, вот как она никогда не сдается. Интересно, что мешает Альфис проложить эти барьеры вообще везде, выключить лифты и перекрыть нам дорогу всеми возможными способами? Но нет, вместо этого она наоборот закроет ненужные проходы и проложит ковровую дорожку прямо до самого дворца Асгора. Значит, Альфис эвакуировала всех? Ну да, кроме вот этих ребят. Как иронично, что именно после так называемой эвакуации нам нужно убить рекордно большое количество монстров. Отчего Метатон беспокоится, если его броня и так непробиваемая, независимо от нашего уровня? Мега эпичнейший ляп. Альфис следила за нами все время, но абсолютно никак не реагирует на всех, кого мы убили у нее на глазах. Даже если мы шли по пути геноцида, вынудив убежать всех жителей Снежнеграда и Водопадья, и остановились на монстренке, Альфис все равно будет вести себя абсолютно так же дружелюбно и беззаботно. Почему? Блин, да в ее концовке она сама скажет, что видела, как мы вредили людям. Почему сейчас у нее нулевая реакция? И вот этому персонажу мы должны сопереживать? Мы можем узнать, что у Альфис сильные чувства к Undyne, однако к Асгору она чувствует ровно то же самое. Почему в таком случае мы обязательно должны помогать ей сойтись именно с Undyne? Зачем вообще информировать нас о двойной влюбленности, если это ни на что не влияет, никакого выбора не дает и вообще никак в будущем не будет упоминаться? Разработчикам надо было расширить хитбокс Альфис, чтобы мы не сливались с ней при попытке поговорить. А что мешает Альфис посмотреть записи? Или на ее камерах нет такой простой и обязательной опции? Ну да, если бы мы убили Undyne, то тогда Альфис бы это увидела, и разработчикам пришлось бы делать альтернативные сцены в Жаркоземье. Лень — это сила. Для такого количества жителей Жаркоземья можно было бы сделать хоть что-то похожее на дома. Теперь маленький ребенок еще и отличный психолог, сразу же распознал, что у этой парочки взаимная симпатия и легко догадался, как их свести. Что это за сверхспособность? Вот так легко делать то, что не каждому взрослому под силу. И еще, это конечно геймплей, но ведь эти двое пытаются целенаправленно убить нас и сражаются по-настоящему, в отличие от многих других монстров. То есть вот эти действия, типа почистить броню и прошептать, смотрятся ну очень глупо. Просто представьте, как кто-то пытается вас убить, а вы в это время трете его и шепчете на ушко. И снова Альфис типа не видела нашу битву. В чем все равно нет смысла, потому что обычных монстров Жаркоземья мы могли убивать все это время, и она никак это не прокомментирует. Или она каждый раз совершенно случайно отворачивается от камер именно в эти моменты. Альфис предлагает позвонить ей, хотя этой возможности у нас почему-то нет, как и доступа в интернет. Стражи осознают, что мы убили Undyne и всякое такое, но почему-то все равно можно свести их вместе, пощадить, и они типа тут же забыли про наше злодейство. Логика.
У боссов, которые вроде бы хотят нас убить или задержать, какие-то большие проблемы с мотивацией. Санс дал обещание, Папирус весь такой дружелюбный, Андайн со всей своей решимостью просто сдается, а Маффет достаточно, чтобы мы не вредили паукам. При этом все они прекрасно знают ценность нашей души и то, что она последняя из необходимых 7. Но раз уж они это понимают, зачем останавливаться на полпути? Не убивая нас, они не показывают себя хорошими, они просто доказывают, что бесхребетны и слабы, не способны поработать на всеобщее благо и предпочитают загнивать со всеми остальными в подземелье. У них достаточно силы воли, чтобы бить ребенка до полусмерти, но недостаточно, чтобы довести дело до конца. Мы пойманы в ловушку в паутине на расстоянии от Маффет, но почему-то легко можем ее бить-колотить, не иначе как руки по 2 метра в длину. Опыт за убийство Маффет начисляется только после сцены с ее паучком. После разборки с Маффет, липкая паутина внезапно превращается в гладкую дорожку. Санс же умеет телепортироваться, что мешало ему перенестись за дверь и пообщаться с Ториэль по-нормальному. Чем же стреляет подчеркнуто пустой пистолет, авторы решили не сообщать. Бедняжки так хотят гламбургер, какая жалость, что мы почему-то не можем его продать или даже отдать бесплатно. Папирус и Андайн вроде как прощаются с нами по телефону, но никак не реагируют, если мы возвращаемся из ядра. Особенно странно, когда возвращаемся после битвы с Цветиком. И вдруг Андайн просит об услуге, будто мы и не уходили к финалу. Появляются 2 тени, но нападает почему-то только 1 монстр. 1 монстр в ядре это уже много, а та толпа, через которую мы прошли до этого, типа норма. Система охлаждения ядра держится на 2 вещах. Волке, который кидает лед, и огромной кучей вентиляционных клапанов. Когда волк перестает кидать лед, с ядром ничего не случается, работает себе дальше. Так зачем он вообще был нужен, если и без него все охлаждается как надо? А здесь наоборот, 1 тень и куча народу. Да что не так у вас с арифметикой? Каким-то непонятным образом Метатон умудряется отличить смертельный удар того, кто хочет уничтожить мир, от смертельного удара того, кто не очень хочет уничтожить мир. Нам якобы нужна душа монстра, но на самом деле ничего подобного. Душа Асгора в итоге уничтожается, а мы все равно можем покинуть подземелье. Еще один совершенно безжизненно выглядящий город. И да, почему все мертвецки серого цвета? Здесь живут вполне обычные монстры. Здесь живет вполне цветной Асгор, у которого есть цветной сад. В чем смысл этих 50 оттенков серого? И снова нет ни одной тропы, которая могла бы вести в этот город. Они все что, летают здесь или телепортируются? Очень странный вид на эти крошечные здания посреди черной пропасти. Зачем Асгор повесил замки, если тут же пишет, где ключи от них? Смысл замков как бы не в этом. И да, чем он закрыл эти замки с той стороны, если ключи лежат здесь? Ни с того ни с сего монстры вдруг решили понабежать и рассказать нам грустную историю. Да, независимо от того, скольких из них мы убили, прям как в случае с Андайн, троп важнее всего. Здесь же внезапно выясняется, что снегоципов с Мурен и манекенов целая куча. Так в чем смысл того, что до этого они представлялись как уникальные, если на самом деле ничего подобного? Судя по фразе «ты станешь свободным», монстры-рассказчики тоже явно не подозревают, что мы являемся человеком. Хотя по идее об этом уже должно было узнать все подземелье, хотя бы благодаря Андайн. У вас там интернет, телевидение и мобильная связь есть. Как такой очевидный факт еще не облетел всех и каждого? И если все-таки они считают нас монстром, то зачем рассказывают историю, которую мы по идее и так должны знать? Свет падает с одной конкретной стороны, но в отличие от встреч с Андайн, тень нам почему-то не нарисовали. Санс толкает речь про все эти страдания, которые мы можем причинить другим, но вот насчет других монстров, некоторые из которых целенаправленно пытались нас убить, он ничего не говорит, судит только лично нас. И вот этому персонажу мы должны сопереживать? Отказался ранить кого-либо, сказал Санс, хотя нам никто не мешает избивать всех до полусмерти и отпускать после этого, технически оставаясь пацифистом. «Узнаешь правду», — сказал Санс, хотя из того, что мы увидим в его комнате и на рабочем месте, простому игроку ровным счетом ни хрена не понятно. Санс прекрасно знает, что мы сражаемся с ним уже не в первый раз, но продолжает снова и снова повторять свою речь в битве. Итак, Санс знает про сбросы и именно поэтому такой ленивый, и именно поэтому не мстит за убитого брата и так далее. Вот только все это имело смысл раньше, до нашего прихода в подземелье. Появление новой переменной, тем более в виде последнего, 7-го человека, наоборот, должно было оживить Санса и вновь заставить его пытаться что-то изменить. Но нет, он по-прежнему ленивый пофигист, несмотря на то, что с нашим появлением рутина все равно закончится так или иначе. Только геноцид заставляет его хоть чуть-чуть пошевелиться.
Санс устает уворачиваться, а мы почему-то нет. Без какой-либо причины у нас появляется неуязвимость. Зачем Санс мешает нам двигаться влево, будто заранее знает, что мы сможем сдвинуть рамку и дотянуться до кнопки атаки? И более того, как он это делает? Он тоже умеет загружать сохранение. Во время битвы он ничего такого не показывал. У Санса гениальная логика. Мы уже почти мертвы, нам буквально нужен один тычок, чтобы мы вновь проиграли, но вместо того, чтобы кинуть еще одну кость, он просто стоит и ждет. Вот до чего доводит избитое клише трепания языком до последнего. Санс вроде бы уходит, но кажется, будто он стоит на месте, а мы отворачиваемся в другую сторону. Ну да, когда Чара был мертв и лежал в этом гробу, он однозначно мог определить уровень его комфорта. Асгор поливает цветы, но лейки у него нет. Подозрительно. Стоит ли говорить, что Асгор, как и Альфис, никак не реагирует на наши достижения по убийству монстров, если мы прервали геноцид даже прямо в конце игры, не добив монстров ядра? Только вот в случае Асгора все еще хуже, ведь если мы убили бессмертную Андайн, то Альфис эвакуирует монстров и вроде бы должна была достучаться до Асгора и рассказать ему все. Блин, даже в конце геноцида выясняется, что Асгора предупредил Цветик, а не Альфис или кто-нибудь из уцелевших. Разработчики, ну где логика? Как иронично, что Асгор сравнивает маньяка-геноцидника с монстром, не распознавая в нем человека, несмотря на то, что именно люди и их жестокость заставили Асгора собирать души. На одних боссах и их броне мы оставляем огромные видимые раны, на других почему-то нет. Серьезно, что ли? Тот самый цветок, который ныряет в землю и может в любую секунду слинять куда-нибудь подальше, просто встает перед нами и просит пощады, вместо того, чтобы сбежать? А если это потому, что он не хочет уничтожения мира, как можно всерьез просить это у того, кто спокойно ходит и убивает всех без разбору? Он должен был хотя бы сразиться, а не присмыкаться. Куда же у него вживленная решимость подевалась? Куда делось то самое желание жить? Мотивация Чара не имеет смысла. Что значит сотрем мир и перейдем к следующему, если следующего нет? Уничтожение мира приводит к тому, что не остается ничего. Так какой толк это делать? А если Чара тоже ломает четвертую стену и хочет сказать, что нам надо двигаться в другие игры с такими же целями, то и в этом нет смысла, ведь если мы уйдем, Чара все равно останется здесь, в пустоте. Суть скримера в том, чтобы напугать, почему игра в этот момент переводится в оконный режим, все впечатление портится. Оказывается, чтобы уничтожить мир, нужно просто стукнуть по экрану. Вау, как обоснованно. И да, если мир был уничтожен и стерт, то откуда взялся этот завывающий ветер? Значит, не все было уничтожено. При повторном прохождении геноцида Чара вновь будет типа уничтожать мир, хотя и говорит, что другой путь будет лучше. Так в чем тогда смысл снова бить по экрану, если теперь это вообще ни к чему не приводит? И, наконец, для персонажа, который общается лично с игроком и типа забирает его душу в обмен на восстановление игры, Чара слишком наивен и даже не знает, что достаточно удалить сохранение, чтобы эта сделка стала несостоявшейся. Да, позволять персонажам ломать четвертую стену, конечно, забавно, но не стоило делать это в серьезном ключе, за пределами шуток. Уж очень глупо выглядит. У Асгора слишком странные понятия о чести, а если мы вместо прогулок и чтения книг попытаемся где-нибудь спрятаться или вообще утопиться в болоте от безысходности, что бы он делал, сидел бы у барьера целую вечность? Вот же конец всего, он должен сам желать поскорее с этим закончить, а не торчать в белом коридоре депрессии. Какое же совпадение, что все, кто попал в подземелье, это люди с уникальной и ярко выраженной особенностью души. Простых смертных эта гора, видимо, не приманивает. Вся эта сцена перед боем очень трогательная, пока вы не осознаете, что Асгор начисто лишен какого-либо милосердия. И ему нужно просто убить нас и забрать нашу душу, но вместо того, чтобы, например, пропустить нас вперед, схватить сзади и сломать нам шею, он устраивает сражение с ломанием интерфейса. Да, конечно, так бы не получилась эпическая битва, но разработчики в таком случае должны были вместо ребенка сделать главным героем какого-нибудь крутого воина или рыцаря. Но нет ничего правильного в том, что здоровый дядька поджигает и кромсает вилами невидного ребенка, вместо того, чтобы закончить все быстро и безболезненно. И вот этому персонажу мы должны сопереживать? Асгор, кажется, не умеет обращаться со своим трезубцем. Им колоть надо, а не махать как топором, воин, блин, называется. Асгор осознает, что убить нас невозможно, но на битве это никак не отражается. И вот интересно, каким образом Асгор и все остальные собирались использовать нашу душу, если она мгновенно уничтожается после нашей смерти? Довольно иронично иметь самую сильную из 7 душ, которая при этом единственная, что является непригодной для использования.
Да, Асгор, отличная идея предложить ребенку свою душу, при этом даже не объясняя, что с ней делать. Вон, в случае с Ториэль она развалилась за пару секунд. Так и сейчас, если бы Цветик не появился, душа Асгора тоже рассыпалась бы до того, как мы бы сообразили, как ее поймать. И еще более отличная идея предлагать ребенку жить вместе как семья, невзирая на всех, кого мы убили до этого, как и на то, что он сам только что хотел убить нас. Доверие 80-го левела. Вот прям так и вижу, как израненный и обожженный ребенок бросается в объятия того, с кем сейчас дрался насмерть. Спасибо хоть, что Цветик появился, иначе была бы очень неловкая сцена. Обычно Цветик убивает Асгора сразу же после фразы «как семья», но если тот решит продолжить речь и убить себя, то Цветик почему-то не появляется, будто заранее это знал. Цветик уничтожил наше сохранение, хотя на самом деле оно в целости. Что мешало ему уничтожить сейф по-настоящему? У Цветика теперь есть сила, чтобы пройти через барьер, выйти на поверхность и устроить там все, что ему захочется. Он сам в пути геноцида рассказывает, как ему осточертела жизнь в подземелье, но вместо того, чтобы воспользоваться этой силой, он начинает страдать фигней и издеваться над нами, в итоге упустив прекрасную возможность. Цветик явно должен видеть, что души бунтуют и помогают нам, но ничего не пытается с этим сделать, пока не станет слишком поздно. Клише. Злодей тянет время, пока героя не спасут в самый последний момент. Опять? Цветик достойно принимает свою смерть, но в пути геноцида наоборот просит о пощаде. Одна смерть хуже другой? А если дело в сбросах, то ведь он не мог заранее знать, что мы сбросим сохранение, а не остановимся на той концовке, которую получили, таким образом оставив Цветика мертвым навсегда. Обычно Цветик ныряет под землю, а тут, видимо, встал и ушел. Куда делся барьер, если он не был уничтожен? И если сквозь него светят сумерки, почему сейчас такая темнотища? Альфис убивает себя в случае гибели Метатона. При этом она напрочь забывает про свою любовь и оставляет ее с разбитым сердцем. Ведь и жить ради Андайн и вместе с Андайн, видимо, уже неинтересно. Как и в случае с концовкой Метатона, где Альфис опять же убивает себя, теперь уже плюнув на своего друга. Да, почти все главные персонажи игры имеют грустную историю, и им можно сопереживать. Но с Альфис разработчики просто перегнули палку. Получилась какая-то одноногая собачка. Со всех сторон бедная несчастная и самоубивающаяся по любому поводу. Такой персонаж вызывает не сожаление, а презрение. Интересно, как же Метатон не смог найти Альфис, если по всему подземелью натыканы камеры? Обычно Санс только намекает, что знает, что мы можем сохраняться и загружаться, но тут вдруг решил сказать это напрямую. Зачем? И как мы вообще должны сохраниться, если игра уже закончена? Андайн напрямую сказала, что мы убили кого-то, но Папирус почему-то не понимает, что ей не нравится. Он что, совсем не против убийства? Итак, монстры прогоняют Ториэль с трона из-за наших злодеяний. Значит, монстры все-таки знали, что мы убили кучу народу. Так почему все предыдущие ошибки, которые я перечислил, все равно актуальны? Монстры все равно относились к нам как обычно, все равно не считали нас за человека и все равно рассказывали историю Азриэля. А тут вдруг вспомнили былые обиды и выместили их на Ториэль. Логика! Откуда-то Цветик точно знает, что и как нам нужно сделать. Особенно про наше свидание с Альфис. Да, он рассказывает, что уже перепробовал все в подземелье. Но нас-то тогда еще не было здесь. Он не может заранее знать, как будут развиваться события с нашим участием. Отсутствие эмпатии и чувств противоречит дружественной приязни Цветика к Папирусу. Как он может скучать по нему? И я и сам не пойму, как и зачем мы все время возвращаемся сюда, если мы покинули подземелье. Почему вместо поверхности мы натыкаемся на Цветика посреди черного экрана? Цветик злится на нас за убийство Асгора, несмотря на то, что он в любом случае сам убивает его. Вот лицемер. Да, ведь это очень логично, стать другом того, кого ты так старательно пыталась убить ради блага всего подземелья. Где же оно, благо это? Она сама хоть понимает, что это идеальный момент, чтобы замочить нас и забрать нашу душу? Но нет, прямо как с безумным манекеном. Когда есть идеальный шанс, она его упускает. Зачем ей огромный меч и куча других прибамбасов, и если в итоге она пользуется только бесконечными копьями? Андайн говорит, что мы выбрали чай из золотых цветов, но ведь это же она сама его выбрала и заварила. Зачем нужен вариант ударить понарошку, если мы и обычной атакой не можем нанести урон? Андайн грозится и говорит не трогать Асгора, но в концовке все же не возражает, что мы его убили. Конечно, подробности того, как из мокрого и гнилого хлама монстры воссоздали человеческие технологии, мы не узнаем, просто поверьте, что такое возможно. Герсон герой чего? Монстры ведь продули в сухую, ни одного фрага не взяли.
Ну конечно, в других ситуациях мы иногда можем что-то сказать, а именно сейчас молчим в тряпочку, чтобы Альфис все поняла неправильно. Причем молчим и дальше, и до самого конца. Ну что с нами не так? С чего вдруг Undyne нужно чинить копье, если они у нее бесконечные и тем более магические? В прошлый раз Альфис сама предлагала нам вместе посмотреть ее аниме, теперь об этом даже не вспоминает. Только что Undyne стояла в Снежнеграде как обычно, а тут вдруг за долю секунды полностью сменила прикид. Зачем? Мы ее в таком виде все равно больше не увидим, даже в концовке она снова выглядит по-прежнему. Я бы, конечно, сделал с Альфис то же самое, но со стороны Undyne это очень странное проявление взаимной симпатии. Вместо того, чтобы просто самой все рассказать, Альфис составила ничего не значащую записку и пригласила нас в свою обитель зла, даже не беспокоясь о том, что находящиеся там чудища могут сделать с посетителем. Мне начинает казаться, что все грехи, связанные с Альфис, на самом деле не ошибки, а намеренные попытки разработчиков сделать ее худшим персонажем игры. Поздравляю, вы справились с этим. Каждый раз при входе в комнату одеяло сдвигается повторно. Первые 3 кассеты показывают черноту с объяснениями, на последних 2 она просто так. При этом в 2 последних случаях вообще не было причины включать камеру, особенно чтобы заснять Чару в коме. Вы чем там думали вообще? Шум ветра и птиц прекрасно слышно, голос Азриэля слышно, но Чара, видимо, общается телепатией. Ну да, чтобы починить неисправность, достаточно одной кнопки, в лучших традициях однокнопочных игр. И еще, если Альфис была в порядке, а всю эту лабораторию она использует до сих пор, почему она выглядит заброшенной, мрачной, бесточной, со всех сторон заблокированной? И к лаборатории это тоже относится. Раньше Асгор сразу же вынимал свои вилы, теперь вдруг решил подождать, пока не придет неожиданное спасение. Да, Асгор не догадался нафармить души на поверхности, а Торка, такая белая и пушистая, предпочла сидеть на заднице и позволять Асгору дальше убивать детей, не подсказывая такое очевидное решение. Чем же она сама лучше него? И почему никто из них не подумал про ту дыру, в которую все время падали дети? Даже если там тоже барьер, нам этого никто не говорил, и эффекта свечения барьера там тоже нет. Что мешает хотя бы попробовать выбраться через нее? Каким образом они все сюда добрались, если единственный лифт был напрочь засорен травой? Когда Альфис успела полностью починить Метатона, если он прямо перед нашим спуском в лабораторию все еще валялся без рук и ног? Да, давайте-ка посмотрим, с кем мы тут подружились. Итак, первая идет безответственная королева, которая сначала поджарила нас, а потом отпустила со словами «не возвращайся». Затем ленивый скелет, не убивший нас только из-за обещания. Затем еще один скелет, ставящий свое эго выше всего мира и готовый смириться с тем, что нас убьет его подруга рыба, вместо того, чтобы грудью встать на нашу защиту, как это сделал монстренок. Дальше сама Undyne, все это время либо пытавшаяся нас убить, либо унижавшая до уровня втаптывания в грязь. Даже после начала дружбы. Потом еще одно эгоистичное создание по имени Альфис, которое просто использовало нас для своего развлечения и повышения самооценки. И, наконец, Асгор, который только что вдруг передумал нас убивать и тут же стал таким хорошим и добрым. Но вот и скажите мне, кто из этих 6 действительно друг? Кто все это время поддерживал нас, защищал и помогал двигаться к нашей цели? Правильно, никто. Все они так или иначе просто пользуются нами, насмехаются над нами и позволяют нам подвергаться смертельной опасности на каждом шагу. Вся идея дружбы в этой игре не значит вообще ничего, так как пройденный нами путь показывает, что единственный по-настоящему хороший персонаж, единственный, кто действительно заботится о других и делает для них все, это наш главный герой-пацифист. И куда же это теперь делась невероятная реакция Санса и его умение телепортироваться? Бедный Цветик, никто не объяснил ему, что если не дать игроку проходить игру, то он ее скорее бросит, чем будет пытаться пройти снова и снова вопреки всему, так что его план с самого начала был идиотским. И снова Цветик тянет время, пока нас не спасут в самый последний момент. Да сколько можно, это уже, самый клишированный злодей в мире, 3 раза на одни и те же грабли. И еще раз, все монстры появляются и поддерживают нас даже в том случае, если они все были пощажены путем избиения до полусмерти. Логика! Спасибо разработчикам за то, что они превратили такое понятие, как мечта, в материальную вещь, которую можно съесть, выбросить или продать в лавке Темми. Раньше Азриэль демонстрировал красивые эффектные атаки, теперь, якобы используя свою полную силу, он атакует одним и тем же слабым приемом. Наше тело не движется, но уворачиваться от атак мы все равно можем. У нас что, душа по-настоящему из тела вылетает перед битвой? Азриэль говорит фразу «с каждой смертью», даже если мы ни разу не умирали.
Зачем нам внезапно понадобилось сохранить игру посреди боя, если мы этого никогда не делали? Нам наоборот нужно умереть и предотвратить все это с самого начала. Альфис была поймана в лабораторном халате, но теперь зачем-то переоделась. Азриэль неожиданно понял, что мы не Чара. Только после всего путешествия по подземелью и финальной битвы он сумел догадаться об этом. А сразу спросить сложно было? Аналогично и с нашей стороны. Какого черта мы все это время молча терпели Цветика и Азриэля, называвшего нас чужим именем? Итак, выяснилось, что мы управляем человеком по имени Фриск, но, как узнаем по сюжету, называем совершенно другого по имени Чара. И если будем вести себя плохо, то Чара завладеет нашим телом, а если будем паинькой, то Фриск победит. Каким же именно образом в одном теле были связаны эти два персонажа, история просто умалчивает, думайте сами. Причем здесь любовь? Он ведь лишится лишь чувств, а не воспоминаний и осознания своего выбора. Неприязнь Азриэля к своей предыдущей форме не имеет смысла, ведь он все равно теперь больше не будет тем же злым цветком, как и раньше. Ну тут был цветок, а потом что-то белое, и вот барьер исчез, ну короче, ладно, иди гуляй, ага. Что это, блин, за реакция на тот факт, что ни с того ни с сего вам на голову свалилось неожиданное спасение, на которое никто уже не надеялся? Вы бы еще рукой махнули и по домам разошлись, хуже бы не стало. Судьба человеческих душ осталась за кадром, улетели куда-то, да и черт с ними. За все ужасы, что сотворила Альфис с умирающими монстрами, обеспечив их участью хуже смерти, она всего лишь лишилась работы. Как и Асгор, который за убийство 6 детей отделался ссорой с женой. На протяжении всей игры персонажи открывают рот и издают звуки, выговаривая многоточия. Азриэль почему-то так уверен, что его состояние необратимо, что предпочитает обеспечить своих бездетных родителей нежеланным бессмертием. Серьезно, что мешает ему появиться перед ними, обнадежить их и попросить найти способ вернуть ему прежний облик, или хотя бы просто посоветовать им вновь сойтись вместе ради него. Но нет, пусть родители несчастливо проживают целую вечность, вспоминая о потерянном сыне. Молодец, Азриэль, милосердие, как у Асгора, и счастливую концовку нам испортил этим бессмысленным самопожертвованием. И вот этому персонажу мы должны сопереживать. И да, он толкает речь про множество цветиков наверху, но ведь мы с вами уже заметили то, что именно монстры безразлично относятся к убийству. Что хуже, совершать умышленное зло, как люди, или неумышленно, хаотично нести вред и гибель, как монстры? Вот это «не убивай и не будешь убит» не работает, ведь сколько бы народу мы не пощадили в подземелье, нас пытались убить снова и снова до самого конца, до самого Асгора. Вся эта недофилософия не работает именно здесь, в подземелье, где правит безответственность и безнаказанность, а не в мире людей, где все-таки есть законы, охрана прав человека и моральные рамки, которые не позволяют людям быть безжалостными цветиками. И если бы ты сказал это раньше, ага, сравнила, блин, остаться с ней в тесном и мрачном подземелье или на солнечной просторной поверхности. Титры, показывающие судьбы монстров, почему-то каждый раз рассказывают только об одном из них, хотя мы уже видели, что всяких фрогиттов и смурен целая куча. Что с остальными-то случилось? При этом изменения, сделанные нами, на монстрах никак не отразились. Ледошляп снова целый и со шляпой, которую нужно было уничтожить для золотой концовки, а Гифтрот снова увешан хламом, который нужно было снять. У всех монстров есть два варианта концовки, у Маффит и Королевских Стражей только один. Некоторые персонажи, например Глайд и Джерри, не появляются в титрах Пацифиста, даже если мы с ними встречались. Видимо, разработчики решили, что эти ребята не имеют права на хорошую концовку. Можно было бы порадоваться за монстров, что у них теперь все будет хорошо и так далее, но что-то мне подсказывает, что после их освобождения начнутся бесчисленные конфликты на тему этих самых непредумышленных убийств людей монстрами. Да и к Асгору наверняка будут вопросы по поводу 7 погибших детей. Но, конечно, правды мы не узнаем, ведь в финальных титрах ни одного человека не появится. Way cool!